Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить эклеры с заварным кремом. Внешний вид моих эклеров не идеальный, зато они вкусные. Это видео пример того, что любая хозяйка в домашних условиях может приготовить эклеры. Сначала готовлю заварной крем. В сотейник вбиваю 2 яйца среднего размера. Добавляю 120 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара, все по вкусу. Перемешиваю венчиком до однородности. В стакане у меня 500 мл холодного молока. Немного молока добавляю в сотейник, примерно 100 мл, и перемешиваю. Добавляю 50 грамм предварительно просеянного кукурузного крахмала и перемешиваю до растворения крахмала. Крахмал можно заменить на пшеничную муку, но мука утяжелит крем, и мне не нравится послевкусие такого крема. Крупинки крахмала решила размять силиконовой лопаткой, чтобы потом не процеживать крем. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. В сотейник добавляю оставшееся молоко. Перемешиваю и включаю плиту. Перемешивая венчиком, на среднем огне довожу смесь до кипения. Сначала можно мешать периодически, а когда смесь закипит и начнет густеть, перемешивать нужно постоянно, чтобы не пригорело. Огонь снизила до минимального и готовлю примерно 1 минуту, интенсивно перемешивая. Как только на поверхности смеси появились крупные пузыри, выключаю плиту и продолжаю перемешивать до однородности. При желании можете заварную основу процедить через сито, чтобы избавиться от комочков. Заварную основу перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой в контакт и даю остыть до комнатной температуры. Готовлю заварное тесто. В сотейник с толстым дном наливаю 250 мл воды. Добавляю примерно 1/3 чайной ложки соли и 110 грамм сливочного масла. Жирность моего масла 82%. Довожу смесь до кипения и расплавления масла. Лопатка для приготовления заварного теста должна быть жесткой. Можно пользоваться деревянной лопаткой или ложкой. Сахар в тесто я не добавляю. Вода закипела. Снижаю огонь до самого минимального и добавляю 150 грамм просеянной пшеничной муки. Перемешиваю круговыми движениями и завариваю муку. Тесто нужно постоянно перемешивать, чтобы оно не пригорело, а комочки муки необходимо разминать. Тесто должно получиться однородным и собраться в комок, который легко отстает от стенок посуды. На стенках посуды образуется характерная пленка от муки. Муку для заварного теста кондитеры советуют брать сильную. За счет более высокого содержания белка тесто получается более эластичным. Я готовила эклеры из обычной пшеничной муки высшего сорта. В ней в 100 граммах муки содержится 10,3 грамма белка. Завариваю тесто примерно 3 минуты. Перекладываю тесто в миску, перемешиваю, чтобы оно быстрее остыло, и яйца, которые я буду добавлять в тесто, не свернулись. Яйца добавляю по одному. После каждого добавления тщательно перемешиваю, пока яйцо не соединится с мукой. Вначале при перемешивании тесто разделяется на куски. Это нормально. Потом оно снова собирается в комок, и можно добавлять следующее яйцо. Лучше тесто замешивать лопаткой, так вы точно не перенасытите его воздухом. При замешивании теста миксером есть шанс перенасытить его кислородом. И тогда при выпечке лишние пузырьки воздуха могут разорвать эклер. Я для приготовления теста использую 5 яиц среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 64 грамма. 4 яйца добавляю по одному целиком.
Заварное тесто нужно выпекать в хорошо разогретой духовке, поэтому включите ее заранее. Температуру установите 200 градусов. Кто-то советует разогревать духовку 40 минут до выпечки. Вы ориентируетесь на особенности вашей духовки. После добавления 4 яиц получилась вот такая консистенция теста. 5-е яйцо перед добавлением перемешиваю вилкой, чтобы разбить пленки. И хотя я точно знаю, что 5-е яйцо добавлю целиком, лучше его добавлять частями. Сколько яиц возьмет тесто, зависит от влажности муки и от количества содержащейся в ней клейковины. Мука с более высоким содержанием клейковины впитает в себя больше жидкости, в том числе и яиц. Процесс добавления яиц в тесто занял у меня примерно 10 минут. Вот такая консистенция теста получилась. Можно было добавить еще примерно 1/3 часть яйца, но у меня яйца закончились. Тесто перекладываю в кондитерский мешок. Лишний воздух из мешка нужно убрать, чтобы при выпечке на эклерах не появились трещины. Видео показываю вторую партию эклеров. Пока выпекалась первая партия, тесто я убирала в холодильник. Отсаживаю тесто на коврик. Можно выпекать эклеры и на пергаменте. Расстояние между полосками теста делайте побольше, так как при выпечке оно увеличивается в объеме. Пальцем, смоченным водой, поправляю некрасивые кончики теста. Отправляю его в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов. Выпекаю в режиме вверх-вниз, примерно 30-35 минут, до золотистого цвета. При выпечке эклеров важно духовку не открывать, чтобы тесто не опало. Всегда лучше перепечь заварное тесто, чем недопечь. По окончании выпечки лучше всего дать эклерам постоять в выключенной духовке со слегка приоткрытой дверцей еще 10-15 минут. А пока займусь кремом. В миску кладу 130 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры и взбиваю миксером до побеления и пышности. Примерно 3 минуты. Частями по 2 столовые ложки добавляю остывшую заварную основу и перемешиваю до гладкости и однородности. Вот такой крем у меня получился. Перекладываю его в кондитерский мешок с насадкой. Если у вас нет такой насадки, то можно эклер разрезать на 2 части, наполнить кремом и соединить половинки. Эклеры готовы. Даю им полностью остыть. Шпажкой делаю отверстие в эклере. Ввожу в него насадку и наполняю кремом. Наполненный эклер становится тяжелее. Эту партию пирожных буду покрывать шоколадной глазурью, поэтому убираю их в холодильник, чтобы нанесенная глазурь быстрее застыла. 50 грамм черного горького шоколада растопила короткими импульсами в микроволновой печи. Добавляю 2 чайные ложки рафинированного подсолнечного масла и перемешиваю до однородности. Силиконовой кисточкой наношу шоколадную глазурь на эклеры. Вот такие эклеры у меня получились. Хотя выглядят они не идеально, зато вкусные. Сын их съел с удовольствием. Тесто не сладкое, а вот крем на мой вкус сладкий. Но так как шоколад в глазури горький, это нивелирует сладость крема. Мое тесто все-таки густовато, поэтому внутренние стенки эклеров получились толстыми. Рецепт эклеров с заварным кремом простой.
из доступных продуктов. И такие эклеры в домашних условиях может приготовить любая хозяйка. Хранить эклеры нужно в холодильнике. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!